Приветствую вас на моем канале. Прежде чем карты откроют нам свои тайны, я хочу, чтобы вы забрали свое главное оружие. На моем канале в списке воспроизведения находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Я создала этот плейлист, чтобы каждая из вас могла починить свою самооценку, выстроить жесткие границы и перестала извиняться за свой масштаб. Разрешила себе быть счастливой. Поправляйте корону и забирайте эту психологическую базу. Итак, тема сегодняшнего расклада. Чем же ты его зацепила? Твой секретный магнит, который он не может забыть. Что же именно он в тебе увидел впервые, что поразило его до глубины души? Какой твой уникальный флюид? Какая твоя энергетическая особенность заставляет его скучать по тебе? Как ты неосознанно заставляешь его прокручивать в голове вашу встречу? Итак, первый у нас вопрос будет, это, наверное, мужчина, да? Краткая его сигнификация. Какой же мужчина пришел на расклад? Кто он? Его роль в твоей жизни? Какой он? Что за мужчина? Ух ты. Мужчина, с которым у вас взаимоотношения почему-то как-то так странно выстраиваются. Невозможно. Почему? Диссонанс. Ну, давайте так. У кого-то тут еще по карте звезда, это расстояние между вами. Может быть, невозможно. У кого-то это не свободны. У кого-то это, может быть, социальные какие-то, я уже не знаю, там, разности, да, статус, у кого-то даже возраст, может быть, да. У кого-то вот встретились не в то время, не в том месте. Вот какой-то диссонанс, как будто бы, ну, правда, вот, и тут карта невозможно. Звезда. Ну, не знаю уж, кого-то тут прям мне хотелось сказать, он звезда тут какая-то местная. Скорее всего, это вы у меня тут звезды. Ладно. Он просто думает, ну как же, она же такая звезда, как же мне с ней? Невозможно. Ладно, девочки. Ух ты, дьявол. Переход на новый уровень. Так, вообще-то мы смотрим, кто он, этот мужчина. Что ж это такое? Так, покажите мне, что это вообще за мужчина такой? Характеристика его. Ну, хорошо, это же на него звезда. Он тут какая-то звезда местного разлива. Ну, ладно. Интеллект, в первую очередь, не глупый мужчина. Может быть, талантливые способности тут есть у него. При этом я вам хочу сказать, тут такой потенциал у него сумасшедший. Но по дьяволу, тут он насколько может быть человек, там в чем-то даже талантлив, прям такое сочетание, я хочу сказать, может быть даже гениален в чем-то. Другое дело, вот такие какие-то у него могут быть такие токсичные проявления, у кого-то тут прям могут быть такие пороки, зависимости. Вот как-то мне так. Знаете, как будто бы, прям мне хочется сказать, не ищет легких путей у него. У него тут какие-то как крайности могут быть. Он как живет тут не в том плане там одним днем, может даже и материально, хотя про материалку тут ничего нет. Тут как будто бы вот как одним днем живет тут все сейчас, сегодня. Или все, или ничего. Вот так как-то мне показано. Ну, какой-то такой вот мужчина. При этом довольно-таки, может быть, амбициозен. Тут переход на другой уровень, на иной уровень. Токсичность, счастье, эволюция. Ой, ну, у кого-то тут мужчина такой, знаете, через многое прошел уже. Может быть, добился многого, но очень много этих скелетов каких-то в шкафу, о которых он бы предпочитал бы умалчивать, дабы никто даже не напоминал и не знал, как он к этому пришел. Угу.
Какое-то тут токсичное такое счастье. Как будто бы, может быть, много было в жизни каких-то лишений. Непростая тут судьба. Тут какой-то такой мужчина, я не знаю, какая-то такая непростая тут жизнь у него. Так, я прям как кардиограмму показала, да? Эволюция, крест. Ну, как бы там ни было, мужчина умеет быть счастливым, да? Пытается быть счастливым. Карта эволюция все равно надеется, что что-то в его жизни, оно все-таки в лучшую сторону изменится. Может быть, делает выводы. Тут печальный какой-то опыт уже есть. Но при этом показали карта кольцо и карта крест, то есть в личной жизни, именно в семейной жизни, да, давайте, как-то не особо счастлив. Вот мне так показали. Ну, тут, наверное, амбициозный, скорее всего, но при этом готов где-то идти даже по головам, где-то закрывать глаза на какие-то нюансики такие, да. Как-то так. Ради собственного счастья тут может какими-то очень токсичными методами он двигаться вперед, так сказать, вот эволюции этой добиваться. О чем вот это вот? Тут у него вот невозможность для него, невозможность с какой-то, может быть, женщиной отношения выстроить. Вот почему-то как то ли не сошлись они. Наказание, карта коса, это как разрушение вот этих каких-то шансов. Может быть, в любовной даже сфере. Хотя он тут и, мне кажется, ключики к ней пытался как-то подобрать. Наблюдает сейчас, скорее всего, за ней. Ага, доступность, медведь. Ну, хорошо, давайте, тут, может быть, он не свободен, да, или у вас, может быть, тут еще мужчина, карта медведь. Но ему тут хотелось бы как-то подобраться поближе. Так, такие какие-то нюансы. Какой еще мужчина? Тело. Ну, такой вот, знаете, внешне, может быть, не идеальный красавчик, а тут привлекательный. Он, что-то в нем есть, харизматичный такой. При этом такое ощущение, как будто бы ты вроде бы сразу смотришь, такой подарочек, вроде такой интересный, да, а потом вот он еще больше может цеплять тем, что у него какие-то вот как противоречия, такой какой-то он может быть, с этого подарочка тут злобный клоун выскакивает, но это типа а-ля плохой мальчик, да, повторюсь, может срываться, может быть какие-то зависимости, проявления такие какие-то, может быть какой-то тут и сексуальная какая-то такая агрессия даже у кого-то может быть. И такие проявления, но они, знаете, тут как-то погранично. Если у вас абсолютно здоровая психика, да, вот таких мужчин, по идее, ты понимаешь, нужно держаться подальше. Но если у вас там хоть чуть-чуть вы там что-то не проработали, у вас, может быть, там из прошлого какие-то остаточные явления, да, и вот эти тут качельки, вот эти эмоциональные, тут его какие-то, я даже не могу сказать, что там прям манипуляции осознанные. Он может сам по себе таким быть, знаете, вот он как будто бы точно как на крючок вас может подцепить. Хотя у нас тема расклада, чем ты его зацепила, твой магнит, который он не может забыть. Но он тут сам такой, я вам хочу сказать. Подарочек еще тот. Ладно. Вот такая, и тут подарочек, и тут карта вода в любви. Да, ну после такого мужчины, наверное, после общения с таким мужчиной, с обычным, прекрасным, среднестатистическим, замечательным мужчиной, наверное, какое-то время будет скучно, да. Нужно выздороветь после общения с таким. Ну, извините, как есть. Вот такая сигнификация этого мужчины у меня получилась. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, первое у нас. Что именно, может, в тебе его зацепило, да? Девочки. Ну да, что конкретно в тебе привлекло его с первого взгляда? Может быть, внешность, манера поведения, да? Или ваша энергия? Что именно? Ух ты, что-то токсично. Финансы.
Что именно вас зацепило? Интересно, как это все трактовать, что именно вас зацепило? Это о чем? Что иллюзии? Ну, девочки, тут как-то странно так. Вот первое впечатление, что его привлекло. Он увидел вас красивой женщиной, но при этом какой-то такой, знаете, уставшей. Уставшей, может быть, от, ну, даже, я уже не знаю, то ли бытовых каких-то дел. Я не знаю, ну тут больше как будто бы женщина, которая устала ждать чего-то вот прекрасного, такого классного, что в ее жизнь ворвется. А при этом, скорее всего, он даже вас сразу воспринимал, может быть, воспринял. Тут карта друг, как очень искреннего, светлого, доброго человека, отчасти как ребенок, даже где-то как наивную, может быть, даже настолько какую-то ранимую, да, вот незащищенность какая-то ваша. У кого-то даже это он вас воспринял, как, знаете, как с другого этого мира, в хорошем смысле, с другого какого-то измерения, с другого измерения. При этом ваша инаковость какая-то, вот тут тоже, ну, отчасти как белая ворона, не похожа на других. При этом он не видел с вашей стороны тут каких-то попыток сразу, особо там, может, ему понравится, вот тут как-то так. При этом какие-то сплетни еще по поводу вас, по поводу вашей жизни, может быть, вашего на тот момент состояния. У кого-то тут какой-то был проблемный период в жизни, может быть, проблемы в семье с каким-то там, то ли мужчиной, то ли вы после развода, расставания, то ли, в принципе, какие-то, вот эта карта, она говорит о том, что женщина красивая, но она какая-то такая вот, ну, уставшая, ну, так вот, как будто бы взгляд такой не особо радостный, да, вот какой-то такой, знаете, как будто бы где-то разочаровавшаяся уже. Может быть, даже на мужчин вы смотрели, вот когда вы с ним встретились, уже по-другому вы смотрели на мужчин. Как-то так, может быть, мало чему уже верили, уже, может быть, прошли многое. Но при этом чистота души, карта ребенок и карта друзья. Может быть, вы искренне как-то вот видели в нем человека, с которым можете дружить даже. Вот тут карта мост, это история о том, что и он хотел бы с вами вот этих дружеских каких-то отношений. Он видел это все. Опять-таки, тут отчасти как белая ворона вы проигрываетесь, да? Он видел эту вашу инаковость, может быть, сравнивал с другими женщинами. Тут какие-то вороны сидят, а тут барышня на этой жердочке. И он видел где-то вашу даже, может быть, даже неприспособленность. Красиво скажу, но вот в чем? Допустим, он видел, что эти вороны там между собой в женском коллективе могут там договориться, докаркаться до чего-то. Друг на друга там выльют ушат грязи, потом друг друга поцелуют, да, помирятся, и все. И вот какой-то такой, может быть, вот формат этих женских взаимоотношений. Знаете, типа, а-ля, против кого мы сегодня дружим, да? А вас он видел другой, опять-таки, где-то тут наивная, может быть, доверчивая, может быть, вот настолько какой-то искренний. Вот тут что-то такое, девочки. При этом он же понимал, что это как будто бы, знаете, с одной стороны его это притягивало, с другой стороны это как-то карта бумеранг, он понимал, что это, ну, как-то так необычно и, ну, может быть, слишком привычно ему это все видеть. Ну, он понимал, что вам, скорее всего, тяжело вот с таким каким-то вашим отношением, может быть, с попытками вашими так выстроить взаимоотношения с окружающим миром, то вам это и тяжело дается. Вполне возможно, он так на это смотрел, знаете, как иронично даже. И с одной стороны, да, это подкупало, может быть, его, с другой стороны, он так смотрел, типа, ну-ну, типа, как с такими можно, этими установками и моральными принципами вообще выжить в этом мире. Тут что-то из этой серии тоже могло быть. Вот тут как-то больше об этом. При этом токсичная иллюзия, финансы, дом.
Нежная деталь. Так, о чем это? Ну, тут, в принципе, карта карма и ведьма мне вышла. Знаете, вот тут кармические партнеры. Вот вы встретились ему, скорее всего, даже... Тут, может быть, период какой-то и у него был не очень такой счастливый, да, он, может быть, тоже тут в каких-то иллюзиях токсичных и разочаровался. Я не удивлюсь, если это и у него могло быть такой период, тут финансы, разочарование, токсично. Знаете, может быть, финансовый какой-то период не очень там, опять-таки, что-то шло не совсем так, как он хотел бы. Может быть, разочарование, если в семейной жизни, там, знаете, на первое место выходит заработок, там, если претензии со стороны там, супруги там, или, ну, в принципе, женщины какой-то там, мало зарабатываешь, и недостаточно ты зарабатываешь. Тут он мог уже разочарованным какой-то тоже быть. Тут как будто бы он у вас вот это считал разочарование в мужчинах, ну, как будто бы вы вот. И у него это уже так же как-то разочарование в женщинах было. Что-то такое вот. И несмотря на это все, вот тут по карте этот парусник, будто бы и вы все равно, вот как ребенок где-то надеялись на какое-то чудо. И он все равно вот так вот как-то. Ну, из той серии встретились два одиночества, да? Ну, тут вряд ли вы были одиноки. Ну, не знаю, как-то так не идет. Вот. Это скорее ваше, ну, вот, я уже сказала тут, да, вот тут скорее как чистота вашей души, при этом даже какая-то незащищенность, уязвимость ваша, при этом ощущение такое, женщина много увидела в жизни, и особо как будто бы не хочет и понравиться, привлекательная, да, ну как устала уже от этой жизни, может быть, от мужчин устала, что-то такое вот. Солнце, ребенок. Это вас. Странные карты такие. Не могу даже понять. Тут карта Солнца, это же карта ребенок, да, но эгоизм. Тут высшее я, корону надели, карта болезненно. Мост и земля. Это о вас. Опять карта. Знаете, опять-таки, может быть, он сразу у вас видел одно, исключительно он вас так вот, ну, воспринимал даже, может быть. Вот тут как ваши действительно какие-то душевные, моральные качества. Повторюсь, вот эту женщину, которая особо не доверяет так, как, мужчинами, в принципе, да, при этом открытый, как тут светлый человечек. А дальше он мог вас увидеть совершенно другую уже женщину. Карта Солнца, это ты ребенок, то ребенок, но при этом, может быть, вы тут как-то себя тоже дальше показали по высшему я, тут как корону на голову надели. И по-другому, может быть, вы там захотели, чтобы или он к вам проявлялся по-другому, тут карта мост, или более конкретно карта земля. Тут тоже такое, и это могло его тоже как обескуражить и задеть. То есть, ну, это из той серии, ну, хочешь проявляться, проявляйся, но проявляйся так, как я хочу. Это я за вас говорю, да? А не так, как, допустим, тут как-то так токсичненько, непонятненько. Это для него было болезненно. Вот это вот, может быть, осознание того, что все идет не совсем так, как он там планирует или как видит он. Тут что-то такое есть. Так, смотрим следующее. Какое твое внутреннее качество или, может быть, ваше мировоззрение, да, заставило его задуматься о тебе всерьез, о вас всерьез. Так, хочу карты еще. Так, быстренько. Карта счастья. Ага. А тут с вами не просто все, нелегко с вами. Угу. Последняя. Заставила всерьез, ну давайте так, он увидел вас, там вы были уставшие какой-то, но может быть, да, вот я же уже это озвучивала,
Эта женщина как разочарована немного в мужчинах, в жизни, по жизни, может быть, на тот момент. Но дальше он у вас видел вот карта счастья. Может быть, рядом с вами он таким себя ощущал, тут счастье. А может быть, сейчас я уточню, в чем это. Ух ты, дьявол, что воздержание. Девочки, ну, у кого, вы знаете, там вопросы, воровство, это у меня часто проигрывается, если мужчина не против был где-то, ну, не свободен, на стороне там, взять то, что ему казалось лежит не очень хорошо, да, в общем, брать и взамен почти ничего не давать. При этом такое ощущение, как будто бы вы могли, тут карта дьявола, карта воздержания, то ли его останавливать, то ли сдерживать, то ли он мог тут даже как-то, как вам сказать, проявлять даже тут как настойчивость такую агрессивную. Тут вы могли конфликтовать друг с другом. При этом вот эти внутренние качества, вот заставило его задуматься о вас всерьез. Может быть, ваше нежелание соглашаться на какие-то форматы. Или же нежелание, ну, знаете, быть, как вам сказать, какой-то легкой добычей, да, там, какой-то комплимент, и он привык, там, допустим, женщины в штабеля складываются. Тут идет какое-то вот тут вечная невеста, и другие женщины рядом, как будто бы... А с этой не получилось так, как с другими. А она как-то не так себя повела, как другие. Вот что-то или не пошло все не так, как с другими. У него тут опыт есть уже, какой-то наработанный вот такой какой-то формат взаимоотношений. И тут он, скорее всего, посмотрел на вас вот как-то, ну, по-другому. Вот тут вот мне эти карты показывают. Вот. Карта как зеркало. Он как всмотрелся в вас, увидел вас. Какую-то инаковость, опять-таки, может быть, ну, там кармические, да, там люди приходят в жизнь друг друга для того, чтобы поменять свою жизнь. Опять-таки, для него это все болезненно, я вам хочу сказать, это непросто. Тут карта токсичная и луна, это зависимости, это где-то навязчивые даже мысли о вас, где-то он не хотел, может быть, даже о вас думать. Тут как-то... Тут все очень, я думаю, непросто и нелегко было во взаимоотношениях. Тут может быть и ревность какая-то. Важное письмо, женщина. Или невозможность, в принципе, быть с вами. Даже вот это тоже, знаете, отчасти... Знаете, если было так прям доступно и все легко, и сразу класс, вот так, оно, может быть, и для него безболезненное прошло. А тут вот невозможность, то ли его мир, знаете, как вот, правда, как то ли весь мир против нас, то ли не в то время, не в том месте. Ревновал он вас по-любому. Тут какая-то информация, какая-то постоянно как попадает ему. И он как подвисает, да, если можно сказать такое. Ну, зацепили вы его тут, да. Женщина манкая, притягательная. Многого он как будто бы о вас не знает. Тут какие-то могут быть домыслы. Тут нет такого, что вы тут прям как мороженка на блюдечке лежите, и все, приходи, бери. Нет, тут как-то так все. Хотела сказать, ключики, подбирай ко мне, да. Страсть, ревность, тут вот, думаешь, он очень вас ревновал даже. И даже если не показывал, тут карты такие, не знаю, может быть, накручивал себя даже. Ну, давайте как-то так вот тут, в принципе. А у кого-то это изначально он, может быть, для себя осознал, что вы, в принципе, можете быть счастливы без него. Как-то так. А он, может, пытался продавить вас там, как-то какие-то форматы, то ли пытался продавить, вот как-то так, навязать свое мнение. Вот, я тебе нужен, да. Вот тут что-то такое могло быть. Карта до. Мастер.
А я вам хочу сказать, тут еще он, что заставило задуматься о вас всерьез, он увидел вас многогранной. Он увидел вас, во-первых, не пустышкой, не просто там девочка, которая там какие-то одни свои потребности там поверхностно закрыла, и достаточно этого будет, да. Это как, знаете, как косточку какую-то дворняге бросить, вот она будет счастлива. Нет. Он видел вас женщиной, для которой очень важна любовь, карта сердца, искренние взаимоотношения. Тут карта дом, ну, то есть стабильность, поддержка, может быть, близких, в принципе, создание там домашнего очага. Карта мастерство, это ваша реализация. То есть, в принципе, он у вас видел такой женщины, для которой, ну, все аспекты жизни очень важны. Тут уважение к вам прям какое-то такое. Тут очень неглупая женщина. Вы как-то это все протранслировали, что вам это важно. Вам все это важно в вашей жизни. Так, давайте дальше посмотрим, что именно в тебе заставляет его постоянно возвращаться к мыслям о тебе. Давайте так посмотрим. Это скука, да? Одиночество или какое-то реальное восхищение вами. Давайте посмотрим, что покажут карты. Что именно в тебе? У кого-то прям, ну, мне чуть последнее. Мужчина пытался это какую-то дыру в сердце, да, может быть, эмоционально-чувственная сфера вот не закрыта, это вот там дыра целая. Вот он пытался это все закрыть при помощи, может быть, заработка, может, пытался накопить вот денег на что-то такое грандиозное, уже не знаю, там, яхта какая-то. Ну, вы поняли, тут как будто через деньги пытался он, через вот финансы компенсировать это. И оно ему не дает. Ну, не компенсирует. Он устал, да, деньги, может быть, и есть, но как-то так. Ладно. Мы смотрим, что именно в тебе заставляет возвращаться, ну, к мыслям о тебе, да. Скука, одиночество или реальное восхищение. Опять-таки, у него в голове вот этот образ того, что вы в хорошем смысле необычная. Тут белая ворона, не такая, как все, нестандартная. Опять-таки, видит вас вот эту искренность, вот этого ребенка. Может быть, ему так было с вами рядом классно. Вот тут вот видит двое как деток. Мальчик и девочка смеются, радуются жизни. Где-то это ваша искренность, ваша непосредственность, может быть, даже наивность, может быть, даже неприспособленность в чем-то к этому миру, в этом мире. Карта солнышко, вот с вами тепло, вы яркая, харизматичная, веселая, вот такая вот живая, вот наполняете этой энергией. С вами хочется жить, быть и переходить на новый уровень, чего-то творить, вот мостик, какие-то вот планы, вот как будто движ какой-то. Ну, вот это вот. Тут восхищение, наверное. Ну, и скучает, я думаю. И вот этих вот эмоций, вот этих вот именно, ему не хватает. Какой-то, как, знаете, как искренности, вот, открытости какой-то. Вот такого вот, как будто бы ему не хватает в жизни. Может быть, вот даже каких-то таких вот эмоций, знаете, как в детстве. Таких ярких, пронзительных, чистых, вот такого вот чего-то, вы, как будто вы это давали. Как будто бы, может, деньги есть, заработок тут и есть, а вот все равно усталость от этого всего. Как будто бы, а радость жизни какая-то, вот, яркость жизни, она как-то... Что тут с этим проблема? Вот как-то так, мои хорошие. И сильная фиксация на другом человеке, она часто формируется через какие-то вот эти якорные эти моменты.
может быть, ситуации, в которых вот это эмоциональное состояние совпадает с внешними какими-то обстоятельствами, да. То есть эмоционально в этот момент, допустим, он очень нуждался там, в поддержке, вот именно вот таком каком-то искреннем, чистом чувстве, проявлении, да, и тут он вас встретил, и он это увидел, он увидел вас вот эту вот детскость, открытость, может, опять-таки, как белая ворона, откуда она такая явилась. О, прям вспомнила песню Талькова. Скажи, откуда ты взялась, моя что-то невиданная радость. Что-то... Такая песня красивая, надо послушать. А ты от какой отбилась стаи? Да, что-то такое. И что мне делать с тобой такой, не знаю. Ладно. Мозг этого человека, он связывает вот эти переживания с вами, да, и затем воспроизводит вот это все при воспоминании. В любом случае, девочки, я думаю, он вас вот такой видит. Чистой, искренней, большим ребенком, яркой, прекрасной. Я думаю, вы такая и есть, да? Все, мои хорошие. Удачи вам во всем. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.